Привет, это «Пора спицы», с вами Тоня Февралева. Здесь мы учимся вязать. Сегодня мы с вами освоим лицевые и изнаночные петли. Это основа вязания. Освоив эти петли, вы сможете вязать любые изделия. Обязательно подпишитесь на мой канал, дальше интересней. Вот так вот будет у нас выглядеть наше полотно, провязывая лицевыми и изнаночными петлями. Наберите на спицу любым удобным способом для себя петли и начнем вязать. Первая и последняя петли всегда называются кромочными. Их провязывают разными способами. От того, как они будут провязаны, зависит боковой край, как будет выглядеть. Если изделие сшиваете, это в принципе не важно. А вот если оно будет распущено, допустим, там разрез какой-нибудь, то, конечно, это будет важно, но об этом я расскажу в последующем. Сегодня нам это не важно, нам главное научиться вязать лицевые изнаночные петли, поэтому первую петлю мы будем просто снимать. Как держим ниточку? Ниточку мы то есть наматываем на указательный палец, и вот она вот так вот висит. То есть вот так вот чик, и вот этими нижними пальцами держим. От такого способа могут болеть вот эта вот часть руки, поэтому можно вот так вот 2 раза намотать, чтобы палец был свободен и натяжение нити было. Можно намотать на левый мизинец вот так вот 2 раза и вот так вот накинуть на указательный. Тогда тоже вот так вот можно вязать и не напрягать вот эти вот пальцы. Но мне привычнее вязать просто вот так вот. Я вот между пальцами зажимаю нить, вот здесь вот она у меня зажата нить, и я контролирую натяжение нити. В левой руке у нас спица с петлями набранного либо предыдущего ряда, как у меня. В правой руке у нас рабочая спица. То есть этой спицей мы будем работать. Нить, которую мы будем вязать, называется рабочая нить. Это для того, чтобы где-то в описаниях могут попадаться вот такие термины, нужно тоже быть в курсе. Так, и начинаем вязать. Первую петлю мы просто снимаем, вставляем спицу в нее и просто сняли. Что делаем дальше? То есть, посмотрите, я вот этими пальцами вот здесь правую петлю держу. То есть, потому что если бы я не держала, то я бы вот так вот, когда провязывала следующую петлю, она бы у меня просто спадала. Поэтому я ее провязала и хоп, пальцами зафиксировала. Здесь я держу вот эти, у меня свободна только вот эта петля, которую я буду провязывать. Вводим в петлю, вот ввели мы в петлю спицу. Дальше ниточку захватили и из петельки вытащили. Вот что у нас получилось. Провязали и спицу левую протолкнули. Петелька осталась провязанная на правой спице. Ниточку пальцем контролируйте. Дальше опять вводим в петельку. То есть вот видите, я в петельку сюда ввожу. Сзади ниточку захватываю и с ниточкой уже выхожу. Пальчиком хоп, подтолкнула. Пальчиками опять перебрала эту петельку, забрала за пальцы. Все, у меня ничего нигде не спадает. Эти ниточки подтянуть и опять в петельку, ниточку захватили, сняли. Так мы вяжем лицевые. Вязать тоже нужно не туго и не слабо. Будете туго вязать, будут болеть руки. Будете слабо вязать, петелькой будут неровные, такие расхлябанные.
Но, в принципе, каким образом натянута вот эта вот рабочая ниточка, это дело вкуса и привычки. Кому-то нравится вязать расслабленные петельки, кто-то вот прям делает сильно стянутые. Вяжите, в общем, как вам нравится. Вот мы провязали лицевые петли. Лицевые петли, посмотрите, они выглядят маленечко как галочка такая. Иногда их называют, что у них V-образный вырез. Кофточка с V-образным вырезом. А вот теперь мы будем вязать изнаночные. И тут у нас получается водолазка. Воротник по горло. Приступим к изнаночным петлям. Что делаем? Нить нашу рабочую вот сюда. Она у нас была сзади, за левой спицей. Теперь мы ее вот так вот пальчиком вперед ложим на спицу. И теперь продеваем опять спицу в петельку, правую спицу в левую петельку, ложим сюда ниточку и эту ниточку вот так вот выводим и опять снимаем. Еще раз покажу. Ниточка у нас лежит на левой спице. Пальцами контролируем, да, петельки все у нас вот зажаты пальцами. Здесь тоже у нас петля свободна, только которую мы провязываем. Вводим в центр петельки, сюда ниточку накладываем перед петелькой, получается, и кончиком спицы ее выводим. Так, поближе покажу. Ввели, наложили, вывели, сняли. Также контролируем натяжение. Ввели, вывели. Как у Винни-Пуха входит и выходит. Так провязываем до конца ряда. Так. Ну вот, собственно, что у нас получилось. Вот наши лицевые петельки, вот наши изнаночные. Вот так они выглядят. В принципе, с другой стороны они выглядят ровно так же. Получается, по большому счету, это одна и та же петля, только мы ее сначала провязываем прямо, а потом задом наперед. Зная эти основные петли, то есть лицевая и изнаночная, в принципе, можно вязать очень много узоров красивых, где просто лицевая и изнаночная, где нет всяких кос, каких-то накидов, выкидов и так далее. Поэтому даже освоив вот эти две основные петли, вы можете вязать абсолютно любую вещь. Обязательно провяжите хотя бы 20 рядов, чтобы полностью отточить технику, чтобы вы, не задумываясь, провязывали каждую петельку. И когда уже это освоите, тогда можно приступать к какому-то красивому изделию. Надеюсь, я понятно и доступно все объяснила, и у вас все получилось. Ставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно. Также не забудьте подписаться на мой канал. Всех целую и обнимаю, ваша Я.